Привет! Сегодня будем снимать в депо. Это Лесная 20, фуд-молл огромный, с большим количеством ресторанов, корнеров и разных других интересных проектов, которые здесь собраны на одной площади. Решил записать интервью именно здесь, потому что красиво, интересно, и вообще меня это место очень-очень сильно заряжает, потому что туда всегда интересно и классно приходить, проводить время, даже если мы не говорим о конкретном питании, потому что там нет непосредственно именно каких-то кошерных ресторанов или кафе, но само место очень яркое, интересное, и поэтому там можно хорошо и весело провести время. Вот. А рядом, вокруг в целом самой станции Белорусская и Лесной 20 есть также любимая мною Белая площадь и вот эти высотки, здания, бизнес-центры, которые здесь расположены, вся эта атмосфера небольших ресторанчиков, небольших каких-то кафе, или даже иногда и больших, сетевых и не сетевых, но всегда очень-очень крутых, а она тоже производит приятное очень впечатление мегаполиса, города с сильной энергетикой, которым, собственно, является Москва. Поехали смотреть интервью. Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня у нас будет интервью с авторами проекта «Лицом к Торе», в ходе которого мы узнаем много интересного о самом проекте, о создателях этого интересного проекта, о их планах, ну и в целом погрузимся в темы, связанные с иудаизмом, соблюдением, с Торой, изучением Торы. Я надеюсь, что как раз-таки это нам позволит развиться, узнать много нового, интересного и полезного. Приступаем. Так, ну давайте для начала представимся, ребята. Как вас зовут, чтобы зрители узнали вас, познакомились, вот, и уже начался у нас какой-то конкретный разговор. Диалог. Да. Ну, я могу начать, наверное, себя. Да, напротив. Меня зовут Шломо Давид Лобановский. Я занимаюсь недвижимостью. У меня есть коллеги, ну как бы не коллеги, а направление юридического сопровождения людей. Это всякие разные вопросы, связанные с юридической поддержкой, по гражданскому праву всякие разные. И мы решили, вот встретились когда-то с Марком, Марк, я представиться тоже, о том, что... Ну, Марк, может, тогда представься, может, это лучше. Да, давайте. Меня зовут Марк. Я занимаюсь цветами. Собственно, доставляю цветы, в том числе людям на шаббат доставляют цветы. Вау, интересно. Вот, так что... Пожалуйста, заказывайте у Марка цветы. Это большая мицва, когда есть на субботу цветы, и это радует жену и всю семью. Шломбайт, да. Вау, прикольно. Вот, собственно, коротко обо мне. Окей, тогда давайте просто пойдем по вопросам, которые мы подготовили. Почему решили создать канал в YouTube о недельных главах Торы? Изначально, 2 или 3 года назад, у меня появилось желание готовить дрошу на шаббатный стол. Прекрасно. Неожиданно, вот как-то я читал, смотрел и подумал, что, скорее всего, есть какие-то интересные зарисовки, которые могут показать людям в момент, когда я могу рассказать что-то не то, что подготовил раввин, а какие-то интересные зарисовки, такие маленькие вкусные моменты, которые могли бы людям открыть немножко другой диапазон недельной главы.
И вот я начал этим заниматься, я рассказывал, было вначале не очень хорошо, понятно, мы все ошибаемся, нам сложно подготавливаться, понять некие мысли, как донести правильно до аудитории, потому что это очень серьезная работа. Так как уровень Торы и донесение информации, которая несет достаточно глубокий смысл и объемный, нужно было подготовиться и научиться доносить ту информацию, которая бы максимально вытаскивала какие-то такие маленькие ниточки и привносила некую такую зарисовку в общую картину. Да, да. Долгое время, 2 года. А это еще не записывали вы тогда? Не, мы еще не записывали. Просто готовились. Ага. Марк мне постоянно, спасибо ему огромное, он меня всегда поддерживал. Он всегда говорил, там, Давид, очень быстро говоришь. Давид, что-то там долго. Давид там немножко менее эмоциональный. Я говорю, хорошо, прекрасно. Со стороны такой взгляд. И вдруг такая идея появилась, Марк начал заниматься хобби. У него появилось хобби, он решил заниматься видеомонтажом. Съемка, видеомонтаж. Понятно. Мы как-то разговариваем. И он говорит, Давид, вот ты делаешь вот эти дрошот за шаббатным столом. А как тебе идея такая, что, может быть, мы вместе с тобой соберемся, ты как типа ведущий, который будет рассказывать недельную главу, и мы не только за шаббатным столом это сделаем, мы немножко расширим кругозор и сделаем максимально интересным, привлечем какое-то количество людей, это молодежь, это людей, которые приближаются к Торе, потому что мы не являемся каналом, который несет религиозную составляющую. Мы показываем людям, чтобы они могли чуть-чуть прикоснуться, найти какие-то ответы и вопросы на то, что их интересует. И эта аудитория, она как бы еще в замешательстве. Она вроде бы там, и вроде бы не там. А мы как не раввины, понятно, мы не можем, мы не претендуем ни на раввинство, ничего. У нас есть специальный дисклеймер, который четко говорит, что это материал подготовлен без участия раввина. Мы на своих личный взгляд, какие-то вот эти вот выжимки из тех лекций, учений, которые мы там делали какое-то время, что-то осталось от предыдущих лекций раввинов, которые нам рассказывали, вычленяем вот этот вот замечательный вкусный сок и пытаемся донести, соответственно, потребителю, который для себя сделает выбор, интересно ему это или неинтересно. А вот если он хочет узнать более подробно и углубиться в эту тему, он может обратиться к замечательным раввинам, которые могут ему и объяснить, и рассказать. И это создает некую такую платформу определенную. У людей возникают вопросы, и они уже после этого могут понять для себя, у меня вдруг пойду-ка к раввину и уточню у него, насколько глубоко я готов углубиться в данную тему. Интересно, интересно. Так, в продолжение ответов, почему при подготовке материала решили все делать самостоятельно и не привлекать раввина? С одной стороны, ты уже ответил на этот вопрос, но с другой, все-таки, даже если брать твое личное мнение, личный твой взгляд, твой предыдущий бэкграунд про то, что ты знаешь уже о Торе, о мицвот, заповедях, соблюдении, в принципе, но почему не проверять, почему не добавить все-таки какой-то части от раввина, то есть чтобы он, например, approve, то есть чтобы он это кошерно подтвердил, экшер какой-то поставил. Тем более, наверняка у тебя есть, кому можно было бы обратиться. 100%. Идея канала была немножко другая. Марк может не даст мне соврать. Канала была не привязываться никому. У каждого человека есть своя точка зрения и свой взгляд. Мы не можем навязывать идею какому-то человеку. Это его выбор. Мы ему даем выбор в жизни. Он выбирает данную точку зрения, либо он выбирает другую точку зрения. Если у нас появляется раввин, он нас держит в определенных рамках, которые заставляют нас держаться и идти тому курсу, который должен вести и контролировать сам раввин. А это немножко не в нашей теме. Потому что молодежь, она гибкая. Потому что у раввина есть четкая привязка к общине, к месту, к политической части такой тоже может быть. И он идет сугубо по своим определенным шаблонам. Это нормально. Раввины тоже разные бывают, у них тоже разные подходы, есть более молодежно ориентированные и так далее, с открытым взглядом. Но у него есть ответственность за то, что он говорит. Мы не говорим, что у нас нет ответственности, то, что мы рассказываем, потому что понятно, что ту информацию, которую несу, она, скорее всего, от того бэкграунда и от того, от
того опыта, который у меня был, да, и есть в религиозной жизни, потому что все-таки я соблюдающий человек, об этом люди знают, и они все-таки могут мне доверять, что есть некий. Понятно, я видел и больших раввинов, которые тоже ошибались в тексте, например. Это просто... это когда человек, он объясняет что-то, он может немножко запутаться, это ничего страшного. Всегда можно прийти, скорректировать и сказать, там, да, мы ошиблись, все четко, никаких проблем. Никто не претендует, что он прям там, да, супер знающий человек в Торе. Все равно мы всегда каждый раз учимся. Так вот, это говорит о чем? Что мы нашли нишу, в которой мы не привязываемся никому. Никаким течением, общинам. Течением, политическим вопросом. Личное, как бы, мнение, личный взгляд. И вот в этом было интересно, потому что молодежь, она все-таки всегда пытается понять, куда ей пойти. Либо в Хаббат, либо там в литовскую часть. А мы говорим, ребята, это ваш выбор. А мы просто посередине, который дает вам возможность просто соприкоснуться с этим материалом. И уже найти вот эту вот составляющую, вот эту вкусность, и уже потом уже уйти в разные стороны, те течения, которые им нравятся. Понятно. Финально, какую цель преследует канал и серия видео? То есть... Финально, в принципе, цель канала такова. В принципе, изначально это вопрос развития для нас, как хобби. Вот, потому что в целом Давид, читая там дрошот и изучая, да, там, готовясь к лекциям, тоже развивается. Я, допустим, как развиваюсь в формате видео, съемки, контента и так далее. Вот, поэтому изначальная цель, конечно же, просто попробовать себя как хобби и так далее. А далее, ну, конечно же, второстепенно, наверное, тоже как первая часть, это перенести что-то, перенести что-то полезное для самого еврейского образа, еврейской сферы, то есть еврейской аудитории, которая там нас смотрит, что-то полезное, то, что, собственно, писал Давид, что-то вынести для себя, вот. И еще как бы такая цель, не грузить людей именно такими, знаете, тяжелыми часовыми лекциями, сложными. Хочется как-то это подать быстро, красиво, с хорошей картинкой. Уже современный формат такой. В быстром формате, чтобы там, за 10-15 минут человек может получить видео, посмотреть, просто быстро выбрать для себя и дальше продолжать это делать. Вот, в принципе, такая... Понятно. Я могу добавить. Давай. Изначально, когда мы думали с Марком, что вот этот формат 10-15 минут, почему он так? Мы знаем, что много молодежи, она работает. Работает, занята. Очень сильно занята. Это даже будет не только молодежь, это может быть люди, которые взрослого поколения, которые, например, тоже работают, они бизнесмены и все остальное. И у них возникает вопрос, когда они приходят к шаббатному столу, они, может быть, не успевают подготовиться, найти какие-то интересные варианты. И мы даем возможность человеку за 10-15 минут, мы хотим все-таки не выходить за этот предел. Это очень сложно. Людям слушать больше 15 минут, это очень тяжело. Это уже тяжелая лекция. Сказал преподаватель и продолжил свою 3-часовую лекцию. Или наше часовое видео. Вот. Очень хорошо. На самом деле выжимки, конечно, такие нужны. Даже для себя я вижу, что очень полезно получать такую дрошу на шаббат. Ты с приходишь интересной идеей. Подготовленный, ты за столом, у тебя семья, у тебя дети, они хотят что-то услышать, а ты вот просто услышал, подчеркнул какой-то, и уже это уже подготовка. Это говорит о том, что люди действительно максимально могут себя уже реализовать в этом. То есть, во-первых, они научились, они себя развили. Внутренне они как бы вот поднялись такая духовно. Польза как бы идет. Она как бы взращивает его. Подготовку провели для людей. Такая заранее. Мы дали им возможность, как бы платформу, которую они могут использовать для своих как бы будущих целей. Неважно. Это детям расскажут, жене расскажут, дома, родителям. Я не знаю, может обсуждения, в принципе, какая-то. И это что делает? Дает им возможность еще вырасти еще на один маленький. Это уже то есть мы не претендуем на, еще раз говорю, мы не раввины, ни в коем случае. Мы просто даем платформу, для которой они могут уже, соответственно, подниматься на тот уровень, который их устраивает. Там интересные знания берут люди. То, что им нравится, и, соответственно, используют их, и просто не только в семье, я думаю, что и в жизни тоже. Конечно. Потому что мудрость, которая там есть, она безусловно. И взгляд, и отношения, и понимание, а самое главное, отношения между евреем и евреем, потому что отношение Всевышнего, оно как бы внутренняя часть, это общение внутреннего мира человека с Всевышним, а вот уже общение с человеком, оно имеет огромное значение. И мы как раз это учим из Торы. Из Торы. Сейчас вообще у нас идут главы очень такие серьезные, очень объемные. И мы стараемся максимально тоже выйти не стандартные вещи.
я пытаюсь, если это возможно, находить нестандартные вещи, которые все знают, а находить такие кусочки, которые как бы вроде бы раввины, они показывают это, но в очень долгих. И чтобы это понять, надо послушать, там, сидеть, внутри анализировать, все остальное. А тут как бы общие вещи все знают. Понятно, они могут рассказать, если не помнят, и все остальное могут посмотреть, увидеть и прочитать. А вот некоторые вещи, которые не знают, или какие-то там такие интересные такие моментики, я, если могу выйти, я их вытаскиваю и рассказываю, соответственно. Замечательно. Как раз об этом и следующий вопрос шел. Как проходит подготовка материала? Да? То есть берем выпущенный выпуск, да. Какая-то очередная наша недельная глава, да. Двигаемся к следующей главе, соответственно, или же вы записываете блоком, сразу там по 3 главы вы готовите, или как у вас проходит? Или вот сейчас, вот сейчас одна глава вышла, да. видео, например, там, не знаю, в четверг или в пятницу. Как дальше происходит работа? Каждую неделю новая глава. Интересно. Да, но так мы и живем, что у нас в еврейской традиции каждую неделю мы читаем новую главу Торы, и так по кругу. Да. Так, окей. Это очень удобно, потому что у тебя не смешивается информация. Мы пытались так сделать немножко наперед, очень сложно, потому что очень много информации, и фокус теряется. Да, фокус теряется, и очень сложно, и ты начинаешь уже вкраплять другие, а это не совсем правильно, потому что те будущие как бы, да, зарисовочки, они должны быть в тот момент, когда они нужны. Да, актуально. К обеду, они, извините, там завтракают там, или там послезавтра. Поэтому материал готовится именно в ту же неделю, когда выходит недельная глава. То есть она готовится именно в Ну и серии там с воскресенья, там с понедельника, садитесь. Как проходит сама подготовка? То есть ты какие книги используешь, какие сайты ты любишь, с чем работаешь, чтобы взять подходящую информацию для материала? Ведь все эти мидраши, все эти комментарии, это же где-то их надо найти. Да. Вот это работа, вот это работа. Изначально, это понятно тот бэкграунд, или то, что я услышал от раввинов, как бы, да, пришло, и понятно, что я учу и Талмуд, и Хумаш, и все законы, Аллаху, это понятно, оно как бы остается, оно есть, это первое. Да. Второе, это сайт Толдот. Удивительный сайт, замечательные раввины, Рав Моше Пантелят, Рав Менахем Гитик, Ефим Сфирский и многие другие раввины, которые на сайте Толдот выкладывают свои лекции. Они есть в видеоформате и есть именно, можно их послушать. Текстовый и аудиоформат. Я их слушаю в аудиоформате, чуть-чуть добавляю то, что я читаю. Соответственно, Хумаш, всякие разные комментаторы, там, да, Раши, там, может быть, это Сфорна, либо еще очень много всяких комментаторов. Я их добавляю в этот, как бы, да, в этот список. И, соответственно, смотрю, так, интересно, вычленяю то, что мне нравится, и это пытаюсь донести. Ну, материала очень много. Могу честно сказать. Марк меня постоянно ругает. Хватит говорить много. Он говорит, что ты пытаешься засунуть в маленький формат двух-трехчасовой, как бы, да, трехчасовой лекцию. Контент, если это выжимка получается тоже на час. Да. Так вот, это надо, значит, сокращать. И вот он делает просто. Я рассказываю, он говорит, я вроде бы уже сократил. Он говорит, Давид, ну как ты сократился, получилось 12 минут. Мы хотели 7 минут, получилось 8 в итоге. Но очень хочется рассказать много, потому что настолько вкусно, настолько хорошо, и хочется это донести, чтобы человек настолько привился и соприкоснулся с этим, чтобы вот мед полился внутри человека, и он понял, насколько это круто. Да, получить удовольствие от знаний Торы. Потому что, ты же понимаешь, когда я это слушаю, у меня такой, вау, я сейчас это обязательно постараюсь как-то донести. А потом ты приходишь и думаешь, я еще настолько узок, мне так сложно это открыть. И вот хочется обширно, не получается. Я понимаю, что, конечно, опыт раввинов, их учения, они уже настолько наполнены этой Торой. Я понимаю, что, конечно же, я не раввин, мне тяжело это, но все равно, вот что могу, вот этот цвет, который я хочу донести до каждого зрителя, чтобы он коснулся его, внутри, вот это вот маленькое тепло, которое не хватает каждому человеку в этом мире. Мы целый день работаем, бегаем, прыгаем, все остальное. Но вот этот кусочек света, который просто дотронется до него, скажет, Всевышний тебя любит. Он все равно тебя любит. И вот этот свет, а свет, вот этот маленький, это все. Ты во всем этом свете. И это круто, прекрасно и замечательно. И когда они это понимают, они ощущают вот эту любовь.
А Любовь Всевышнего, она везде. Да. Поэтому... Да. И ты, получается, участвуешь в этом, ты являешься проводником этого, вы вместе, создавая этот проект, как бы передаете. Ну, дай бог успеха во да, всем. если это получается, я же говорю, Да, только да. И, кстати, в продолжении этого вопроса получается следующий вопрос, который уже скорее, наверное, на твоей стороне по поводу подготовки к съемкам, собственно, и вот все, что связано с монтажом, с тем, чтобы выдать финальный материал, который будет опубликован. Да. Ну, вся моя подготовка изначально строится на том, что я говорю Давиду: Давид, у нас есть формат времени. У нас есть ограничение. 7-8 минут. Обалдеть. Вообще это задача, конечно, такую интересную. Я всегда ему говорю: Давид, сколько материала ты готовишь? Да, сколько у тебя получается, надо резать, не забывать. Да. Вот, ну, собственно, дальше, что касается там технической части, вот, ну, сейчас мы стараемся как-то сделать какое-то больше, много визуала, добавлять картинки, видео, чтобы как-то более воображение работало у человека, не просто слушать, а еще там как-то представлять это себе. Да. Вот, поэтому, в принципе, моя подготовка начинается с того, что я узнаю, какая тема, какие примерно есть, что есть в самой дроше, вот, и уже начинаю искать картинки, которые, собственно, я могу использовать. Только картинки или еще видео какие-то вставки? Если есть видео сейчас, конечно, важнее, потому что это будет увеличение, собственно, тайминга. Ну, картинки, другой материал. Вот. А самостоятельные съемки какие-то вы планируете, может быть, там, не знаю, еще что-то доснимать? Да, будем. Подсъемы всякие. Да. Интересно, звуки, музыка тоже наверняка. Да. Где, в какой программе вы монтируете, как это работает? Я лично в Adobe Premiere Pro, собственно, хорошо ее знаю, хорошо там монтирую. Вот, собственно, снимаем. Что за оборудование, расскажите, как вообще в целом у вас шла подготовка? Вы прям заранее осознанно все закупили и решили использовать это для съемки канала, или же это уже там было что-то? Что-то у меня была камера. Заранее камеру, да. У меня была какая камера? Потому что я хотел как бы заниматься как хобби. Да, вот этим. Я себе прикупил камеру. Потом уже мы с Давидом дальше поняли, что мы можем делать это, снимать там, да. Это, я вижу, там иногда камера попадает в кадр. Это Canon или что это? Это Canon, у меня 60D, старенькая камера. Вот, собственно, мы иногда периодически бывает телефон ставим на общий план, пока что тестируем. И штативы есть, да? Да, собственно, есть штатив, есть петличка, а также есть свет, освещение, такая лампа кольцом. Кольцо видел я, да. А где вы это снимаете? То есть там вот эта комната, да, там и экран стоит, и сиденья какие-то очень такие лакшери, и подсветка такая прикольная идет, да. Вы в Майбахе это снимаете в каком-то самолете? Или в самолете, реально, не знаю, суперджет, собственно. Многие спрашивают, что это бизнес-класс. Класс, да, просто пока летишь там на Азоры, снять видео. Да, это мое пространство, так сделали. Просто мы нашли хорошую локацию, в которой мы подумали, что как вариант экран. Да. Идея была Марка, потому что он увидел этот экран, и мы подумали, что мы туда вставим какие-то, чтобы немножко разбавить, потому что смотреть на одного человека очень сложно. Да, но там вставлен, по-моему, только слово лицом к Торе. Изначально мы пытались каждый раз там менять, писать недельную главу, название недельной главы. Например, да. Потом мы думали, как картинки туда ставить. Иногда ставили какой-то, у нас был в одном из первых роликов, мы ставили камин. Горящие такие, да. Атмосферу, это атмосфера создала. Какой-то у нас ролик мы ставили там, где была сцена плача, записано 3-часовое видео, там люди двигались, тоже было интересно. Мы сейчас думаем тоже, я так пока прикидываю, думаю, что можно еще там использовать. Ну да, потому что пространство есть, хотя в принципе иногда в монтаже используют даже не прям заранее подготовленный экран, а можно просто квадрат какой-то вставить и сбоку там что-то. Так как у нас есть экран. Но с экраном, конечно, смотрится, да. В живом дальше формате. Техническая часть, это, собственно, я уже прихожу к Давиду, он уже готов, там начинаем все собирать, делать небольшую перестановочку, как раз, чтобы все это выставить. По пути еще пьем чаек, общаемся. Это самое главное, как обычно. Настроиться эмоционально. Хорошо, как раз отсюда следующий вопрос. Что вам нравится в создаваемых выпусках в вашем проекте? Частично ты уже ответил на этот вопрос, да, вот эта возможность передать, поделиться, зажечь искру как бы в человеке. Что еще? Что вот нравится в самом процессе и в тех результатах, может быть, которые я могу ответить, то, что мне нравится лично то, что это, исходя из брать аудиторию и всякие ролики на YouTube, которые есть от раввинов, потому что это немного какой-то более современный формат, связанный со съемкой, с освещением, с подачей. Во-первых, то, что интересно, это короткое время. Опять-таки, не часовые ролики, это коротко, быстро.
красиво подано. Да. Вот. Вот это вот, собственно, то, что мне... Да, это чисто YouTube такой стайл, да. Мне нравится одно, что мы можем собраться. Одну вещь. Так. Марк предложил идею. Да. Есть возможность собраться, а это некая команда. Представь, под пожалуйста, задачу. ты можешь создать команду, и появился мы, как единомышленники, которые внутренне понимая, что это наш канал, который мы можем реализовать свои какие-то вот эти вот желания свои, да, свою реализацию внутреннего мира, и мы собрались и это сделали. И вот эта команда... Связать свою дружбу, хобби. Отношения, понимание и все, и вот это вот создать такой канал, который будет действительно помогать людям по-настоящему также находить такие же команды, которые будут тоже, только команду со Всевышним. Когда они просто придут, найдут команду и скажут, как прекрасно, я услышал, и я могу это на себе применить, и мне это нравится, и я готов идти с этим дальше. Ну, желаю, чтобы у вас больше увеличивалась команда, и результаты, и аудитория, да, чтобы всем это нравилось. Хорошо. Поделитесь, пожалуйста, с нашими зрителями, подписчиками, кто для вас авторитеты в Торе? Для меня очень важно, я уже говорил немножко, да, в начале, это Ефим Сфирский, Рав Ашер Кушнир, Менахем Гитик, очень интересные, просто у него удивительные лекции. Я с ним недавно был в Израиле, с ним разговаривал. Он сказал, что он сделал там новый канал, у него он вот настолько красивый, доносит очень красивые, интересные, вкусные вещи, что вот просто иногда прям думаешь, вау, откуда он столько знает. Класс. Вот. Я немножко беру еще у хаббатских сайтов. Есть такой Чичельницкий. Фишел, он удивительный, он, если не ошибаюсь, он раввин, кажется, из Киева. Он тоже удивительно рассказывает, потому что у них есть тоже своя сторона, у них очень много комментариев Ребе, как бы их записки, то, что он делал, все остальное, и тоже очень классно и тонко Кстати, Менахем Гитик тоже комментирует Любавического Рэба, очень много комментариев, которые тоже достаточно красиво и очень хорошо находят новые удивительные стороны, которые другие раввины не затрагивают. Да. И поэтому это очень интересно. Еще Рав Ашер Кушнир, да. Шапира. О, Рамо Шапира мы тоже, да. Ну вот. И многие другие, конечно, очень много раввинов. Все, кого вы здесь в Москве любите, знаете, кому хотите передать привет, так скажем? Кто для вас здесь в Москве является тем, на кого вы ориентируетесь? Я знаю, что вы принадлежите к общине, вы интересуетесь и общаетесь со многими ортодоксальными евреями. Я не хочу именно называть имена, потому что это тоже привязка, опять же, канал, это привязка к определенной политической структуре. Не в смысле, что я уважаю раввинов, и Рав Пинхаса Гольдшмидта, и у нас очень много раввинов, и Рав Давид Ушуваев, и очень много прекраснейших раввинов, которые говорят замечательные лекции. Я был у них очень много раз, и они действительно тоже стараются найти очень хорошие подходы. Но наш канал, он не фиксирует все-таки и не хочет брать границу, потому что, я же говорю, лекции, которые мы берем, я беру в разных источниках. И они должны быть разного формата, они должны быть обширные. И так как люди в разных течениях, так же Хаббат или Литовский, они имеют очень красивые комментарии, очень красивые. И поэтому человек может быть уже выбрать то, что ему интересно. И, конечно, в Москве очень много хороших раввинов. И, конечно же, это как бы дает вот этот вот тоже такой подъем и желание их каким-то образом цитировать, но я все-таки стараюсь быть более, то есть это прям намеренное такое решение, что дистанцироваться от привязки к какому-то конкретному направлению, а просто брать мудрость. Потому что это ответственность. Да, понимаю. Те раввины, которые находятся здесь в Москве, они дают определенную информацию. Они могут сказать, что Давид, ты несешь не то, что мы говорим. Ты можешь, по той линии. И там, например, другой раввин говорит, ты, может быть, не то несешь, что там входит. И поэтому я звонил лично Менахему Гитику, просил его разрешения. Могу ли я цитировать его лекции? Он сказал, Давид, с удовольствием, я очень рад, что есть люди, которые могут
нести до сих пор культуру в Москве, где все закрыто, все ужасно. Ну ладно, что тут ужасно? Ну, он советский, извините, у него советская действительно, он человек советской формации, и у него еще, наверное, остались эти стереотипы. Какие-то стереотипы. Да, конечно. Да, я посмотрел, так-то в Москве у нас и развивается, и есть возможность, конечно, кошерное, 100%. кошерное. Но он говорит, он очень рад, что люди и молодежь тянется к религии, что она раскрывается. В его времена это было намного сложно и непонятно. Да. И Ефиму Сфирскому я позвонил, тоже сказал, спросил его, он только официально все запросил, разрешение. Да, и он говорит, не вопрос, ты можешь рассказывать, никаких проблем. Я очень рад, он даже показывает те материалы, которые в Фейсбуке, он вытаскивает определенный, у него там есть целый блог, где он вытаскивает свои лекции. Он говорит, ты можешь читать, черпать, и говорит, я очень тоже рад. И он очень, он говорит, потому что, что удивительно сказал Рав Минахем, это не моя мудрость. Это мудрость какой от копирайтинг здесь? Нет, он говорит, ты ничего не, ты не можешь ничего забрать у меня, скопировать, либо там какие-то авторские права. Это все Тора Всевышнего. И то, что ты несешь, это только еще один из 70 ликов Торы, который может донести до людей, чтобы они почувствовали вот этот вкус. Прекрасно, прекрасно, очень интересно. Расскажите, пожалуйста, тогда, вот какие планы по развитию проекта у вас? Это как вы дальше? Он наш генератор идей. Да. Вообще у нас много планов, сразу могу сказать. Прекрасно, прекрасно, потому что все развивается, есть просмотры, есть зрители, соответственно, надо это увеличивать. Есть наработки, и уже мы прям на стадии завершения разработки одной новой рубрики. Это, можно сказать, новости будут еврейские, связанные с еврейской жизнью в Москве. Интересно, интересно. Также есть еще одна очень-очень классная рубрика, наверное, мы пока не можем сказать ее название, но это будет, такого точно не было на Ютубе, и точно не было среди еврейской аудитории, среди еврейских зрителей и так далее. Интересно, интересно, потому что вот что касается новостей, да, есть проекты, которые там и в Хабаде вещают, и прочее, и прочее. Все в СМЕГе новости тоже, в СМЕГе есть новости, есть. тоже попробовать привести какой-то свой формат. А новости про какую-то светскую историю, про то, что в мире происходит, скорее, или нет? И с ортодоксальным взглядом на это, или как? Или нет, что? Это будет в мире и в светской части, и в религиозной части тоже вместе. Честно говоря, будет как идет по запросу, как это будет на самом деле выглядеть по просмотрам. Кому как, да, будет отзыв какой. Если смотреть с религиозной точки зрения, да, то опять для этого тоже нужно какую-то ответственность нести. Мы как бы не можем без участия раввина это все делать. Как делать некие обзоры, и скорее тоже как формат, допустим, рубрик недельных глав, чтобы какую-то выдержку быстро, чтобы быть в курсе того, что происходит, тоже минут за 5, 7, 10 понять вообще, что происходит, чтобы тоже можно было обсудить с другом, с приятелями. Есть интересный формат, когда по понятию недельной главы в Торе сказано, в том числе в высказываниях Ребе, что жить в ногу со временем. То есть, что каждая недельная глава, она соответствует конкретному событию сейчас. И что в этом тоже можно находить какой-то привязку. Да, оно может тоже пересекаться. Интересно, интересный тоже формат. Есть очень важная рубрика, которая будет... Бонус, который мы пока не знаем, но будем тоже ожидать. С Божьей помощью. Ну дай Бог, что получилось. Всевышнего. Хорошо. Были вопросы у нас, где вы черпаете мудрость Торы. Расскажите о себе, о своей жизни вне проекта «Лицом к Торе». Собственно, мы их проговорили уже, да? В целом, что-то, какие-то вещи здесь черпание — это лекции, это Талмуд, это Хумаш, это комментаторы, Алаха какие-то, потому что мы должны понимать, что все-таки мы в контексте, хоть мы как бы расширены, но мы все равно в контексте Торы. Что это значит? Это значит, что мы не можем выходить за рамки закона. То есть у нас есть формат Торы, да, мы не можем выходить там, говорить, что вы знаете, вот там новости другого, а мы сейчас скажем там, например, христианство, иудаизм, там, я не знаю, пусть будет мусульманство, мы не выходим за рамки. Существует даже не формат, например, ортодоксального иудаизма — это часть, а есть еще прогрессивный иудаизм. Мы тоже туда не входим. У нас все четко в ортодоксальном иудаизме. Своих законах, но только в рамка. Вот рамок, он как бы рамка сама, она ортодоксальная, и человек уже сам выбирает то, что он хочет.
Интересно. Хорошо, с этим понятно. О своей жизни вне проекта мы, в общем-то, тоже поговорили. А еще такой вопрос вот про учебу. У тебя в течение дня есть какой-то график или план, когда ты, ну или даже в течение недели, помимо подготовки к выпуску, да, к обсуждению недельной главы, еще как-то учишься? Вот так, чтобы вот тому же зрителю стало понятно, вот как живет ортодоксальный еврей, собственно, да, который соблюдает и, может быть, где-то работая, будучи активным человеком, светским, да, работающим со своими бизнесами и прочее, да, но при этом он находит и возможность соблюсти шаббат, то есть в пятницу вечером выключается телефон, там в субботу вечером 100%. Включается телефон. Соответственно, и другие какие-то элементы в течение дня. Вот что какой-то есть такое интересное? Во-первых, и по учебе, и, может быть, по соблюдению. Я могу сказать, что формат тот, который у меня, конечно, я привязан к общине. Да. В общине 100%, это понятно, суббота, которая начинается в пятницу вечера до субботы, полностью проводится в общине. Да. Это очень важный формат, потому что мы понимаем, что нести информацию, не соблюдая, это просто как бы... Хоть мы и находимся вне формата как бы руководства раввинов, мы все равно понимаем, что у нас есть ответственность. То есть человек, который слушает данный материал, он как бы должен понимать, что человек, он в теме. Он в теме, он искренне, он знает. Он искренне, он знает, и он богобоязненный. Это очень важно, потому что мы не можем принести человеку что-то позитивное и дотронуться до его сердца, до его вот этих внутренних частей души, если я сам не нахожусь в этой теме. Это очень важный момент, это очень важно. И поэтому в этом смысле, это не говорит, что мы там, знаете, мы там отдельно, ребята, ходим, тусуемся, радуемся, все, а потом хоп, иногда делаем там... Кошерные такие выпуски и интересно про Тору, про святость. Не получится. Потому что все-таки формат человека, который несет информацию, а информация очень глубокая, он должен быть внутри этой темы, ощущать эту энергетику, наполняться этим светом, и этот свет донести до человека или до потребителя, неважно, который слушает этот материал, и должен почувствовать, что все-таки в этом есть святость Всевышнего. Да, такая искренность. Искренность. В неделю я стараюсь находить время на учебу. В четверг я прихожу, у нас есть отдельный раввин, с которым я работаю, и с которым я учу хумаш. Понятно, мы не учим Талмуд, потому что это сейчас мне сложно немножечко, потому что я готовлюсь очень много дальше, и какие-то вещи я все-таки стараюсь немножко подготовить. На хумаше сориентировался, сконцентрировался, плюс комментарии. Конечно. До этого, конечно, мы с Марком учили Талмуд. Марк учит Талмуд отдельно. Какой раздел? Ктубот. Это к свадьбам обычно говорят, что раз жениться, учат ктубот. Готовится всю жизнь. Кидушин тоже есть на это, сгула, что тоже. Но вот ктубот, я помню перед своей свадьбой, со мной прям отдельно учился раввин, который мне об этом сказал, что это именно хорошо подходит для того, чтобы жениться, и действительно это так и произошло. Это еще в Лимуде, я помню. И в Лимуде это было, а еще я ездил в Миоц тоже, там учил тоже. Который каждые 7 часов вечера. Да, вот с ним я занимался. Очень интересно тоже. Но нужно отметить, что это, конечно, очень серьезно и... Уже более 3 лет. Это трактат. Это он трактат сейчас, а до этого он учил еще, потому что мы Макот учили до этого. Макот я сейчас учу. И Брахот учили. Вы это именно с геморрой учите или чисто мишнайот? Как это? Прям полноценно, да. Купили книжки, у нас есть большие книжки с какими-то... Которые переведенные тоже есть или ивритские? Шотенштейн, да, на английском тоже? Да, на английском, он на иврите. Это очень много. Шотенштейн, конечно, помогает. Вау, потому что он как-то более-менее дает, потому что иногда все-таки мудрость Гемора, она очень такая, она объемная, и в нее надо вот в этот объем войти. А чтобы войти, все-таки нужно каких-то уметь варьировать. Это очень сложно, потому что между комментариями, между мнениями и все остальное, конечно, совсем, но это дает потом в жизни настолько удивительное ощущение. Как голова работает, как ты можешь все четко просчитать, просмотреть, продумать и все остальное. Это, я думаю, что Марк тоже очень помогает. Марк, а расскажи, пожалуйста, а еще вот как у тебя с учебой, что ты знаешь, что ты учишь, как это у тебя выглядит? И как в целом день, может быть, там построен? День у меня, на самом деле, просто или сам себе рабочий день, да. Рабочий день. Вот это и удивительно, что люди думают, что те, кто разбираются в Торе или интересуются этим, что они вообще не работают, вообще ничем не занимаются, просто сидят с утра до вечера, учат и вот так вот качаются. При этом
есть огромное количество примеров, когда люди и в материальном, то есть у них есть бизнесы, у них есть проекты, у них есть развитие, какая-то идея, семья и прочее, 100%. и при этом они уделяют время, они системны, учат Тору, что им тоже дает браху. Я иногда на самом деле сам удивляюсь, как это получается успеть поработать, бизнес, поучиться, еще сделать свое хобби, поснимать что-то. Да. Но в целом, конечно, больше часть времени занимает работа, потом учеба, и потом дальше хобби и так далее. Я стараюсь сейчас фокусироваться больше на Талмуде, вот, поэтому особенно на Ктубот, там сейчас сложно все, я тяжело именно учиться, но вот, поэтому я там пока... Интересно, очень интересно. И в завершении, что вы можете посоветовать молодым людям? Как раз вот резюмируя то, о чем мы говорили. Да. Я могу сказать одно, что каждый человек, а в нашем еврейском мире он достаточно узкий мир еврейский, мог найти свое предназначение. Каждый человек, он должен понять, на что он способен. Потому что, когда ты приходишь в этот мир, а я пришел в свое время, это было больше, больше 20 лет, ты помнишь, когда мы там... Вот. Вначале ты думаешь, что ты просто находишься в таком мире, который тебя просто вот как бы разрывает, ты думаешь, и хочется это, и хочется то, и там, и сям, и ты не понимаешь вообще, куда ты пришел. У тебя просто разрываются глаза. Или ничего нельзя, или все можно, или непонятно вообще ориентировать. Тонуть нельзя, включать нельзя, подвинуться нельзя, молиться надо так, но есть ничего. Это бальтшува, да, то есть когда люди приходят к соблюдению. Очень хорошая фраза, мне она очень понравилась. Путь в 1000 миль начинается с одного шага. Вот когда ты делаешь первый шаг и находишь вот этот коннект, ты начинаешь понимать, что это твое направление и твой осознанный выбор. Это очень важно. Не навязанные идеи, не навязанные там, я не знаю, стереотипы, которые тебя вокруг окружают, а твой выбор и твое желание быть со Всевышним, раскрыться, отдаться, понять и действительно, как бы, это удивительное слово, пожрать, скушать, собрать и скушать это все максимально поглотить. Этот бласт огромных знаний, которые еврейский народ несет уже достаточно большое количество времени, прикоснуться к нему и стать по-настоящему счастливым. Я бы сказал, интересно. То, что просто слушайте себя и постигайте. Да, вот, кстати, вот совет-то какой? Совет людям, зрителям какой? Вот молодые ребята, вот те самые зрители YouTube. Хотя, конечно, там разные возрастные категории. Ну, окей, там от тех же 15 до 40 лет. Да, там это все еще молодежь, и 50 лет и так далее. Да. Мы тоже так, помнишь, когда мы делали первое превью, у нас есть такое, тоже написали. Ну и там от 15 и стаж. И мы они смотрят, да, наши дорогие зрители, наши дорогие подписчики, они смотрят, они являются теми, кто воспринимает этот материал, да, этот контент. И пожелайте им что-то, посоветуйте что-то, ведь все-таки многие ищут вот этой подсказки, ищут какой-то рекомендации, в том числе в своем пути к Творцу, Богу, да, в своем пути к соблюдению, к кошерной еврейской жизни. Вот, может быть, из вашего личного опыта, да, из того, как было 20 лет назад, да, и может быть там 10 лет назад, 5 лет назад. Но в итоге, вот что помогает? Хорошо, можно смотреть видео, да, там, изучать что-то, открыть книгу, начать читать. Но может быть еще что-то. Я, например, про себя помню, что мне помогло, когда я просто кому-то в гости на шаббат приходил. Просто в еврейскую семью приходил на шаббат. Совершенно другой мир открывался. Вот какие еще вот какие-то, может быть, идеи я могу сказать, порекомендовали? Вот, идея одна. Человек должен постоянно работать над собой. Да. Это очень важный момент. Я всем желаю, чтобы мы могли услышать себя. Потому что главный датчик внутри человека – это он сам. Если он чувствует, что ему не хватает духовности, ему не хватает этого тепла, гармонии, этого света, он должен к нему стремиться. А это что? Это постоянная работа. Вот ты говоришь 20 лет назад. 20 лет назад я даже не знал, что можно почувствовать любовь Творца. Сейчас я это чувствую. Почему? Потому что каждый раз, когда я прихожу, когда я стою и понимаю, что вот здесь сейчас я могу наполниться каким-то светом, я понимаю, что любовь Творца, она со мной. И она бесконечна. Она хватит тебе, тебе и всем вам. В огромных. Потому что -1 в бесконечности – это все равно бесконечность. Это удивительно. Поэтому я желаю всем найти себя. Спросите, что вы хотите.
Что вам нужно для того, чтобы быть по-настоящему счастливыми? А настоящее счастье тогда, когда вы находитесь в гармонии с самим собой. Аминь, да, чтобы так и было. Да. Хорошо. А вот именно если зрителям, которые на ваш канал подписаны, или вот конкретно сейчас, кто из нас смотрит, не только вот всей молодежи, Да. которая будет потенциально, да, интересоваться, а вот тем, кто сейчас смотрит. Ну, во-первых, я бы сказал, что надо поставить лайк, подписаться на этот канал, подписаться на канал «Лицом к Торе» и другие интересные каналы, посвященные иудаизму, да, и недельным главам Торы, и прочей информации из наших святых источников, которые доносят до нас. Это вот моя часть. А вы бы что еще пожелали, попросили? Предложить новые рубрики, а также просто вот заинтриговали, действительно, очень интересно. Что вникать в глубину и красоту Торы. Это то, что я пожелал. То есть изучением, да, познанием. Да. И самое главное, слушайте себя, поглощайте, наполняйтесь, и тогда вы поймете, что жизнь с Торой, жизнь с Творцом – это просто удивительный мед. Ну, дай Бог, чтобы так и было. Благополучия, успеха во всем. До новых встреч. До свидания. До встречи.